Всем привет. На дворе у нас наступила осень, уже 6 дней как. Я думаю, самое время пострадать в Bloodborne. Поехали. Давай, немножко музыки добавим, да, чтобы атмосферку-то придать. Поехали. Новая игра. Oh, yeah. А, да, бледная кровь. Вы пришли куда нужно. You've come to the right place. В Ярнаме проводят кровослужение. Вам лишь необходимо раскрыть его тайну. Но с чего начнет посторонний вроде вас? Конечно, перелить себе немного ярнамской крови. Но сперва вам понадобится контракт. Если что, игру еще не проходил. Так. Давай, пишем. Готово. Возраст. Да, в принципе, разницы, наверное, никакой, да? Происхождение. Так. Обычное счастливое воспитание, все атрибуты на среднем уровне. Единственный выживший в деревушке, живучий, силен. Пережил несчастье в юности, чрезвычайно вынослив в результате. Ужасное прошлое, полное насилие, резкий, но сильный в результате. Будем выбирать какого-нибудь среднего, да, наверное. Вот, кто у нас ветеран войны? Жизненная сила 10, уровень 10, сила 14, ловкость 13. Я думаю, пойдет. Имеет боевой опыт и сильный опытный солдат. Все равно нам качать жизненную силу и просто силу. Профессионал. Что дает? Сила, ловкость. Ладно, давай, ветеран войны. Берем. Ну, я думаю, это стандарт. Внешность. Пол, возраст, голос, телосложение. А какая разница? Ага. Неважно. Телосложение, пропорции, основной цвет кожи, детали лица. Угу. Ладно, мы, в принципе, лица персонажа-то все равно особо видеть не будем. У нас, как правило, он закрыт чем-нибудь, лицо спиной всегда бегает. Ладно. Загрузить, сохранить. Так, окей. Завершить. Повязка, которую носят при пробуждении в кошмар полной крови и чудовищ, сильно поношенная и грязная. Это ладно, тут описание некоторых предметов, не думаю, что оно прям очень важно. Хотя нет, это важно. Различные монеты, обладающие особым блеском. На охоте мелочь не так уж и нужна, но эти монеты укажут путь во тьме. Это, видимо, аналог цветных камней у нас с Dark Souls. Отлично. Контракт подписан и скреплен печатью. А теперь начнем переливание. О, не волнуйтесь. Да я особо не волновался. Что бы ни случилось, все это покажется вам дурным сном. Будем надеяться. Ян подло хихикает. Что-то старый задумал. Я только начинал эту игру играть, прошел буквально одного босса и думаю, дай-ка на стриме мы ее пройдем. Игра-то культовая. К тому же единственный практически оставшийся эксклюзив на PS4. Сейчас еще надо будет вспоминать управление. Ну там подсказки будут. Сейчас все вспомню. Все будет. Вот с этим, по-моему, оборотнем вообще нет смысла драться. Хотя некоторые умельцы его убивают.
Прям голыми руками. Какие-то чудики ползут. А ну не тронь меня. У него лицо похоже на причинное место женское. А, ну вы нашли себе охотника. Лечебница Йозефки. Окей. Ну, тут мы вряд ли что прям полезного-то найдем. Хотя, смотри-ка, что-то есть. Надпись от руки. Ищите бледную кровь, чтобы преодолеть охоту. Так, ну это, в принципе, отскок. Это перекат, да? Это использование предметов. Это я не знаю что. Легкий удар. Тяжелый удар. Ага, это, видимо, пистолет в одну руку. Вот это я не знаю пока что. Может быть, какой-то еще заряженный удар, не знаю. Сейчас все объясню. Вот, кстати, такие пятна очень плохо видно, но когда вот эти штучки вылезают с конвертом, уже становится гораздо лучше заметно. А если ты теряешь отголоски крови, вот их трудно иногда заметить на полу. Так. Атаковать. Оружие в правой руке. Хорошо. Есть еще что-нибудь? Захват, сброс цели. Отлично. Ну, в принципе, стандартное управление для Dark Souls. Я думаю, тут лучше по-тихому идти. То что-то у меня с руками в замок бегает. Еще хочу присесть и аккуратно пройти, но так делать нельзя. Попробуем так прокрасться. А вдруг получится. Скорее всего, он за мной побежит, поэтому надо быстренько будет оттуда сваливать. Восстановить, хорошо. Пузырек крови. Он за мной не идет. Это странно. Короче, на треугольник это у нас пузырьки крови. ХП восстанавливаю. Понял, принял. Куда у нас этот демон делся, я не знаю. Точнее, не демон, оборотень. А вот он. Спокойствие. Ртутные пули, хорошо. А где он? Я ж только что его слышал. Ну нет, так нет. Подожди, только что же отскок получался. Закрыто устройство. Ладно, у нас единственные ворота, но такое ощущение, да, что этот оборотень где-то застрял. Если я не ошибаюсь, нам в любом случае надо умереть. Но ворота мы эти откроем. Центральный Ернам. Да, тут вряд ли что-то будет полезно. И сюда прогуляемся. Вот эти ворота, это шорткат. Вот эти товарищи нас будут бить. Что это? Пузырек крови. Еще 4 штуки. Отлично. 4 хилки уже собрал. Дай бог, чтобы они тут все время были. Знаю, что фармить надо эти хилы. Потом в дальнейшем.
Но умереть сейчас придется тут никак иначе. Но, давай попробуем управлять устройством. Пока я двигаю и открываю предметы, то я неуязвим. Спокойствие, молодые люди. И это берем. Да. Ну, это должно было случиться. Отголоски крови мы сейчас заберем. Висячая перевернутая руна въелась в сознание символа охотника. Фокусируя свои мысли на этой руне, охотник теряет все отголоски крови, но просыпается свежим, как будто всего лишь дурным сном. Угу. Зловещий звонкий колокол — это, видимо, игроков по сети призывать. Мы играем там и в оффлайне. А начинался у нас сон охотника. Довольно-таки сложный, запутанный сюжет, который как по канону в Dark Souls подается с помощью предметов и описаний этих предметов. Ну и в записочках разных. Давай вон тут пробежимся. Угу. L и кружок — это бежать. Я уже использовать предмет, переключить предметы. Переключить оружие. Срочное пополнение запаса ртутных пуль. Это сокращает очки здоровья. Понял? Пока заперто. Угу. Это подъем наверх. Жесты, личные вещи. Проверяем. Это жесты, а это личные вещи. Видимо, отдельное меню какое-то. Допустим. Но, кстати, хилки у меня остались, которые я подобрал. Изменить оружие, изменение атаки. Сильная атака, зажать — это накопить. Ага. Я понял. Заряженная атака противника со спины приводит его в оцепенение. Но это бэкстеп. Вовремя сделанный выстрел поможет ошеломить противника и прервать его атаку. Ну, то есть оглушение. R1, когда находитесь рядом с ошеломленным врагом, смертельная атака. Ну, понятно. Ты сначала его оглушишь, а потом добиваешь прямо спереди. Получив урон от врага в течение какого-то времени, вы можете контратаковать его и тем самым восстановить. Но это еще умудриться надо как бы. Используйте отголоски крови, чтобы покупать или продавать предметы. Но предметов у меня нету. Он пока гол как сокол. И тут заперто. Блин, а как же вот именно резко отпрыгнуть просто? Вот, только что получилось. Все. Без направления просто. Кружок нажимаешь, он отскакивает. Все, я начинаю вспоминать управление. Посмотреть. Брошенная кукла. Посланники предлагают вам обманное оружие. Выберите одно. Такое оружие носит в правой руке и применяет во время охоты на чудовищ. Ну, я вот начинал вот этой вот пилой топор. Говорят, что секира охотника самое такое легкое оружие, и его можно долго качать. Мне больше пила топор почему-то нравится. Трость хлыста на самое быстрое оружие. Но и меньше урона, соответственно. Ну, вот пила топор у нас что-то, ну, среднячок такой. Берем его. Как там у нас? Пила топор. Поставили. И что ты его не вытащил? Бля. Вот. Все. Я понял. Это так? А как разложить оружие?
Да куда ж ты долбишься-то этими штуками? Это быстрый удар, я понял. А как разложить его? Я пока не буду пистолет брать, надо разобраться. Блин, а где же написано-то? Не то. Не то. Как оружие раскладывать? Тоже не так. Бля, где тут написано-то? Нужен быстрый расклад оружия. Изменить оружие. Изменение атаки. Почему не раскладывается? Сильная атака. Нет, не то. О, другая кнопка совершенно. Подожди, а парирование тогда? А, это выстрел, наверное, вот на эту кнопку будет. Я понял, давай. Берем пистолет. Одну хилку целую потратил. Принять дар. Хорошо. Пистолет или мушкетон? Ну, пистолет вроде писали, что пистолет достается быстрее. Берем его. А, я же его не поставил в слот. Вот так. Чик-чик, чик-чик. Все, понял. Получен блокнот от посланников. Передавайте сообщения с помощью этих верных слуг, чтобы поделиться ими с охотниками других миров. Но, так как оффлайн, тут передавать-то нечего. Заперт. Все, да, типа... Ладно. Пойдем отбивать эти, как вам, отголоски крови. Ну, они же души. Пузырек крови, полученный в лечебнице Йозефки. Это чистая кровь, очень бодрит и восстанавливает большое количество здоровья. Продукт медленного и тщательного процесса. Тайная мгла. Материал, используемый в ритуальной святой чаше. Крохотные частицы. Ага, тайная мгла типа помогает других призывать, походу. Атаковать. R1. Отступить. Перекат. Хорошо. Открыть меню. Стрелять. Все, я понял. А так что, мы обратно вернулись, будем сейчас с этим биться? Ну давай попробуем. Теперь-то оружие есть. Вы при фиксации цели вы будете быстро идти, а не перекатываться. Хорошо. Давай попробуем. Иди ко мне, моя цель. Я даже, наверное, оружие Ой, не так. Заряженными атаками. А куда ж ты пули-то тратишь? Пузырек крови. Хорошо. Я пока буду выстрел с открытием оружия. И все тут, в принципе. Почему тут кажется, что постоянно кто-то тут сюда бежит на меня? Или идет потихоньку? Уже нет ничего. Жалко, эту штуку нельзя разбить. А тут и нет ничего интересного. Ну-ка, вот этот гроб можно расколотить? Тоже нет. Эх вы. Так, ну давай. Что ж такое? Раскладываем оружие.
Вот патроны-то на вес золота, я так скажу. Бам, 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 бам. До свидули. Мужик, подвинься. Ну-ка, мы можем его ударить прям с этой... Ай, заряженная атака. Сразу все выносит. Отлично. Ну, отголоски крови автоматически получается, это хорошо. Не надо прям к ним подбегать, что-то прожимать, чтобы он забрал. По-моему, в Elden Ring надо такое делать. Но это не точно. Все, лестницу я открыл, пошли наверх. 700 отголосков. Первым делом, наверное, жизни будем качать, потом силу. Либо как-то равномерно вкладываться, не знаю. Тут надо подумать. Зажечь лампу. Лампа переносит вас обратно в сон охотника. В случае смерти вы пробудитесь рядом с ней. Видимо, с последней лампой. Тут закрыто. Да? Последнюю лампу, где ты зажег, поговорить. О, ты должна быть охотник. И ты не из этих краев. Меня зовут Гилберт, такой же чужак. Вероятно, ты хорошо провел время, Вьетнаме по-особому встречает гостей. Кстати, у меня не получится при всем желании. Но я хотел бы помочь, если возможно. Кашляет. Этот город проклят. Что бы ты ни задумал, тебе необходимо обеспечить себе путь к быстрому отступлению. Что бы ты тут ни нашел, вреда от этого будет больше, чем польза. Обнадежил мужик. Бледная кровь, говоришь? Никогда такое не слышал. Если тебя интересует кровь, тебе стоит заглянуть в церковь исцеления. Там можно найти всю информацию о кровослужении и разные виды крови. Через долину к востоку от Ернама расположен город Церкви Исцеления, также известный как Соборный округ. В центре Соборного округа стоит старый главный собор, где, как говорят, готовят особую кровь Церкви Исцеления. Ернамиты мало что рассказывают чужакам. Обычно они тебя бы туда и близко не подпустили. Сегодня ночью начинается охота. Возможно, это твой шанс. Ну да, мужик вообще жизнерадостный, я смотрю. Через долину соборный округ. Я уже запутался, я уже забыл, что он мне тут рассказывал. Но с такими окнами к таким окнам надо подходить, чтобы взять какие-нибудь квесты там маленькие, побочные. По идее-то квестов в игре нету. Камушек. Не думаю, что мне сейчас пригодится в быстром слоте. Тут у нас мужик стоит. Ну-ка, давай попробуем его спарировать. Ой, 2 раза выстрелил. Этого не надо было делать. Ну ладно. Патроны, в принципе, тут вот на первой локации патроны фармятся довольно-таки быстро. Здорово, Лайми. В принципе, в играх от From Software надо знать локации, где фармить нужные вещи. Так, что, попробуем его спарировать? И так забьем. Давай бэкстепом ему попробуем. Ай-яй-яй. Он меня треснул, но я себе немножко хп отбил. Отжал, так сказать. В неровной схватке. Так. Всю толпу-то я явно не вывезу. Ну, я тоже плойку свою в свое время давно покупал. Это было уже сколько получается? 7 лет назад, 8 почти. Да, 8 лет назад это было. Я на нее
пришлось подкопить деньжат. Тех дел. Дело того стоило. Но, в принципе, чё, подожди, потерпи немножко, и потом получится возможность когда-нибудь. Сейчас они тем более не очень дорогие. Я отобрал практически на старте. Тогда попробуем этого гаврика спарировать. Нихера я его не спарировал. Сучара. Привыкаем к управлению. Хорошо, хоть срезку открыл. Может его попробовать со спины обойти. Либо тупо не вовремя выстрелил. Чик. А давай тех замочим. Чё ж нет? Лишние отголоски, что ли? Кровушки давай мне. Я вот даже вот так сделаю. И оп, оп. И вот так еще. Так, пойдем кровь отжимать. Разложенным оружием. Сейчас же вроде наоборот стоят как машина. Нет, подержанные плойки, ну сколько? Можно и за 15, в принципе, найти. Сейчас, наверное, вряд ли ты тачку какую-нибудь найдешь за 15. Ну-ка, иди сюда. Ай, тихо, 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 тихо. Хиляем, чё. Бам. Бам. Тихо, 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 тихо. А где кровь моя? Где души? Я не понял. Блять. 15 косарей рублей, если на Авито, я имею в виду так. На Авито продаются. Ну или посмотри, вот объявление там в городе, может быть, такая херня. У нас бывает то, что, знаешь, там группа города. Типа барахолка, куплю, продам, там, знаешь, вот такие вещи. Вот. И продаются консоли. Некоторые, вот, допустим, ломят ценник. К примеру, тут как-то на днях видел у нас чувак в городе продавал Карабокс. Бля. Карабокс 360. Что-то он там за него хотел 9 косарей, по-моему. Ну, сейчас, по-моему, если он прошитый, у него стартовая цена 7. Так, давай сначала вот этого будем как-то мочить. О, я его спарировал. Блять. Зачем я дважды по нему долбанул? Учимся, учимся пока. И страдаем. Вот этот самый жесткий из ближайших. Его главное замочить. Будет норм с остальными. Вот, у нас, короче, один чел был, хотел 9 косарей, по-моему, за Карабокс. Что-то такое, перебор как бы. Они, ну, 1007 они стоят. Плойки тоже, смотря как на кого нарвешься. Кто-то продает 4 за 15. С играми установленными там. Аккаунты. Ну, просто человек не играет и все. Кто-то за нее 20 просит. Тоже, в принципе, с играми нам неплохая цена. С учетом того, то, что в России, допустим, сейчас PS Store не работает. Вот они, крови. Подожди, а почему она тогда у меня автоматически взялась? Ни хера не понимаю. Ладно. Иди сюда. Поздно. Ни хера он долбанул. А чё удары такие сопливые? Пиздец. Ладно, давай пробовать парировать. Угу.
Парирование на этот удар не работает, что ли? Блять, я в ворота влепился. Да твою мать. Надеюсь, я хотя бы сегодня до первого босса добегу. Чё, значок давным-давно. Ладно, жидкое лекарство. Успокаивает нервы. Может, попробовать быстрыми атаками мочить? Что у него делали мои отголоски крови? Ладно. Ты, видимо, только одному Хидетаке известно. Так, старина, давай. Мы тебя учимся парировать. Ты не хочешь немножко это? Бля, его, конечно, сюда вот выманить. Здесь-то пошибче можно будет с ним подраться. О, мне пиздец. Лютый хрен. Боль и страдания. Него как бы можно вообще забить. И прийти к нему попозже. Да, наверное, давай так и сделаем. Оружие хотя бы немножко вкачать. И потом отомстить ему. Че это? Вот. Коктейль молотов. Ахиллок там у меня всего 2 осталось. Я все на него потратил. Эти двери не работают? Нет. Короче, давай мы пока к нему не пойдем. Он жесткий какой-то. Иди-ка сюда. Оп, оп. Но. Мне не отойти. Да твою мать. Придется лечиться чем-то, что есть. Надо же, и щит пробил. Пузырек крови. О-хо-хо. У них тоже есть хилы. Ладно, тот пускай вот там вот ходит. Мы ему мешать не будем. Давай мы... Тихо. Аккуратненько себя ведем. Так, у меня замах большой. Да и стамины-то немного, в принципе. Сейчас мы эту мелочь раскидаем. У него ничего не выпало? Нет. Здесь хотя бы первые левелы у нас. Давай, все-таки я буду в силу вначале вкладываться. Надеюсь, что первые уровни у нас быстро будут качаться. Пофармим малька, да? Может быть, даже повезет пилу прокачать. Тут что валяется? Коктейль молотов. Они прям наваливают этих коктейлей. Здесь никого.
Тук-тук. Ты тот самый чужестранец. Прости, но я не собираюсь иметь с тобой дел. Уходи отсюда. Ладно, не хочет иметь со мной дел, так и не надо. По каким дверям еще можно тут постучаться? Вот здесь можно постучать. Стучать будем там, где у нас фонари такие стоят. Паршивый чужестранец. Кто откроет дверь в ночь охоты? Убирайся немедленно. Как угодно. О. Спит он, сидит. Пули за него дали. Ну, приблизительно. Я уже знаю, где пули можно собирать халявные. Как халявные? Халявные. Фармишь и собираешь. Да хер там, чувак. Осколок кровавика. Так, давай посмотрим инвентарь. Ставьте в оружие для его улучшения. Глядишь, может повезет, правда, прокачать оружие. Ну, к дядьке, короче говоря, мы его не это. К дядьке мы этому жирному пока не пойдем. Он больно бешеный. Вон там один спрятался, сучонок. Иди-ка сюда. Давай. На этих пока даже нет смысла там их парировать с пистолета, тратить пули, это фигня все. Не так подыхает неплохо. Локации прям надо все пылесосить, чтобы ничего полезного не упустить. Никого? Блять, они уже там троем за мной бегут. Так, погоди-ка. Давай-ка мы подсвалим. Что-то много народу на меня несется. Раз. Не дотягивайся. Пойдет. Уже 1000 насобирал. Наверное, прокачка оружия тоже денег стоит. Пузырек крови. Отлично. 2 хила плюсом. И пули еще. Максимально пули 20-ник. Тут народу полно, конечно. Ну попробуем всех зачистить. А вдруг получится? Ну-ка. Бэкстебом его треснем. Или заряженным. Бэкстеп. А. Это не совсем так. Тут не то чтобы, тут бэкстеба фактически нету. Ты можешь его просто заряженным ударом треснуть. Вот так вот. Будет как бэкстеп. Так. 1, 2, 3, 4, 5. И 1 наверху, и 2 сбоку ходят. Давай как-то байтить, я не знаю, на атаке. Пускай выбегает к нам. Ловля на живца, короче говоря. Надо их согреть вообще, чтобы они на меня побежали все. Меня больше беспокоит вот этот хер, который стреляет. О! Есть. Клиент второй. Идем сюда. Атака. Оп, оп, оп. Все. Следующий. Так-ка вот этого. 1, 2, 3. Оп, все, валим, 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 валим. Я или об огонь урон получил, или у меня этот стрелок попал. Не понимаю. Тихо, тихо, тихо. А ты-то откуда пришел? Что за хрень? Откуда они взялись? Вот пиздец. Это попадос. Почему их так много? Старина, давай, иди сюда. Оп, вот так вот. И добиваем.
Отлично. И... Ова! Как удачненько. Я был на миллиметр, чтобы он в меня попал. Просто повезло. Я думаю, тут везение не часто бывает в этой игре. Сколько их тут? По-моему, двое. О, давай, 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 иди сюда. Народу, конечно, тут полно, но лучше подыхать где-нибудь рядом с лестницами, чтобы не так далеко бежать, вот где вот такая толпа у них. Так, дружище, давай. Бам. Готов. Этот со щитом, да? Давай-ка мы попробуем стрелка этого завалить. Всё, и тут же прыгаем. Блять, собаки это плохо. Тихо, 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 аккуратненько. Собака. Иди сюда, собака. Ну. Пойдет. Ух, ну и народу тут. Со щитом еще и там один стрелок. Я понял. Дай-ка, дружище, мы тебя треснем вот таким образом. Отлично. Да хера два ты угадал. Все, собак больше нету. 3 пули у меня еще. Плюсов. Там еще кто-то ломится. Ну, я помню, здесь мужик здоровый такой стоит. Пошли посмотрим, что у нас тут. Злой какой. Холодная кровавая роса. Это у нас, по-моему, ну, как души, то, что лопаешь, как и у тебя больше душ появляется. Используйте, чтобы получить отголоски крови. Хорошо. Так, ну все, в принципе, тут-то все зачищено. Кроме одного большого дядьки. Ну, я таки даже не знаю. Тут-то дядька тоже большой. Но он, по-моему, просто парируется, если я не ошибаюсь. Тут главное в тайминг попасть. 8 пузырьков крови. Живем. Еще сюда можно упасть. А зачем? Я думаю, немного рановато. Стой, постучать. Ты явно не из этих краев. Тьфу, оказался на улице в ночь охоты. Ах ты, бедняга. Ну, я смотрю, тут особо никто не рад. Ну, давай еще раз постучим. Ну, вряд ли она что-то полезного скажет. Да, пошла в жопу. Так. Вот там у нас злой дядька. А тут вороны. Ворон мочим раскладным. Раз, два. Отпрыгиваем тихо. Бля. Короче. Ай-яй-яй-яй. Камушек, серьезно. Сосуд с маслом. Что он дает? Не то. А где сосуд с маслом? А, вот, при броске обливает цель маслом. И чтобы в него потом коктейль молотов треснуть, да, и либо этот, как его, факелом поджечь. Возможно, это так работает.
Ну, это не точно. Так. Насколько я помню, у нас вот этот вот этот фонтан, он чуть ли не центральный в этом Ернаме. Почему помню? Потому что я смотрел несколько раз спидраны там и так далее, объяснения. Что, куда, зачем. Так-ка мы его треснем. А, поздно. Иди сюда. Бэкстеп. Ну, почти. Добиваем. Эй! Как он сразу-то не помнит? Пузырек крови, аж 4 штуки, отлично. Он прилип к моей ноге. И факел. Не знаю, зачем факел. Я думаю, куда бежать-то, вот сюда или туда? Ладно, давай сюда спустимся. Собачки. Оп. Оп. Некоторые собаки могут быть не в клетках. Вот типа того. Тихо. Прыгай давай. Ага. Ее еще хрен на выстрел поймаешь. Блять, зачем я выстрелил? Путаю кнопки еще. Какая-то лестница еще. Но они тут все взаимосвязаны между собой. Это в духе Dark Souls. Опа, что-то есть. Холодная роса. Но это еще у нас немного душ. Ну, душек, кровь. Не один ли хер. Угу. Я туда пока не пойду. Там дядьки злые, кусючие. Как его? Угу. Смесь едкой крови. Что это такое? При броске привлекает чудовищ. Угу. Ну, если надо тебе кого-то сагрить из боссов, то кидай эту штуку. Когда началась охота, церковь исцеления оставила нас, перекрыв большой мост, ведущий в соборный округ, как старый Ернам сожжен дотла в ту лунную ночь. Ни о чем это не говорит. Кстати, тут кто-то болтал. Ну, на втором этаже разговаривает. Идем посмотрим, что там. Вон мужик стоит за бочками. Бля, сколько ходов, просто жопа. Сейчас мозг взорвется. Вон еще один мужик. Ну, давай добивай. Холодная роса. Слушай, ну можно, в принципе, по-быстренькому тут все бежать и прокачаться разок даже. Ой, оп. Добиваем. Вот это типа бэкстеба тут. Утошного. Угу. Я понял, где я нахожусь. На мосту. На мосту у нас будет босс. Мы пока сюда не пойдем. Он злой и страшный. Очень больно бьет. Отсюда я... Нет, слушай. Ты чё, дурак?
носится он тут. Ну, хоть тут инвалида не сидит. Повезло, повезло. 12 пузырьков, кстати. Нафармил, пока бегал. Осколок кровавика. Слушай. Есть резон, по-моему. А вот и срезочка. Давай-ка мы сейчас ломанемся. И прокачаем свою пилу свою. Если надо будет, хлопнем как раз 2 пузырька крови. И потом вернемся сюда дальше исследовать. Главное, срезки я пооткрывал. Когда вот смотришь какие-то прохождения, народ бегает, ты вообще ничего не понимаешь, что происходит. Куда он бежит? Такое ощущение, что местами тут очень одинаковые локации. Но когда ты сам садишься и начинаешь играть, это немножко другое. Ты начинаешь изучать локацию и понимаешь, как она устроена. И потом у тебя в голове как, ну, что-то вроде как Metroidvania, что-то такое вроде лабиринта. Типа там, знаешь, ты подбежал к этой лестнице, ага, с этой лестницы я могу выйти вот сюда, потом сюда, и еще потом оттуда вот туда я смогу выйти. И потом вернуться вообще в самое начало. То есть вот тут встроен уровень так, все локации построены так, то что они между собой как-то приблизительно связаны. Есть, конечно, и тупиковые ветки. Так, чтобы выбраться из ужасного кошмара охотника, перекройте распространение чудовищ, иначе ночь будет длиться вечно. Охуенная запись. Я помню, что вот здесь какая-то чашка еще открывается. Я не знаю зачем. Или она вот тут. А, она вот тут. Купальня связана с кошмаром, но посланников тут нет. Ладно, где верстак? Вот он, верстак. Кстати, дед, может быть, что скажет. Ага, ты должна быть новый охотник. Добро пожаловать в сон, пока что он будет твоим домом. Я Герман, друг охотников. Кстати, это, по-моему, финальный босс. Ты, конечно, пока что ничего не понимаешь, но не ломай над этим голову. Отправляйся и убей несколько чудовищ, это пойдет тебе на пользу. Именно этим занимаются охотники, ты привыкнешь. Хорошо. Усовершенствовать оружие с помощью кровавиков. Ну, естественно, сначала топор. Необходимо больше. Сколько нужно? Кстати, дополнение к атрибуту. У нас вот эта пила топора, она скалируется от ловкости. Так что первое, что... Ну, вообще, мы должны качать силу, жизни и ловкость. Потом вот этот уже навык со звездочкой. Не знаю, что он там означает. Так, ладно, не хватает, так не хватает. Еще фармим, короче говоря, отголоски. Хотя, ну да. Посмотрим, может быть... Тут прокачаться можно. Купить предметы. Пузырьки крови, да? Пока, я думаю, не нужно. Ключевые, вообще ничего нету. Можно одежду, в принципе, купить. Да? На стиле побегать. Все равно брать больше нечего. А предыдущие шмотки продать. Мне интересно, почему мы не можем прокачать левел. Брошенная кукла. Вот у нее уровень качается. Ты чё, падла, вставай. Мне уровень надо качать. Ладно. Давай тогда будем покупать классные шмотки себе. Тут вообще, в принципе, вся одежка, ну, большинство одежек мне вот как-то нравится. Она прикольно выглядит. Атмосферненько сразу же. Так, у меня еще 200 не хватает, да? Давай-ка мы одну штучку хлопнем, холодную, кровавую. Использовать. Как раз. Обидно будет, если я проиграю, и эти вот отголоски в никуда улетят. А так хоть в дело пойдут. Так, шапочку. Кстати, защита побольше у нас станет от того.
Уже лучше. Уже красиво. Продать предметы. Чик. 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 Ну, в принципе, я даже ничего и не потерял особо. Приемлемо. Так, все. Тут больше делать нечего. И кровавиков искать. Центральный Ернам это где, интересно? А, ну да. Мы сейчас на стрелочке-то. Это и окажемся, где я открывал ее. Там, где у нас мужик в инвалидном кресле сидит. По-моему, нужно будет еще фонарик купить, чтобы было видно в темных помещениях хоть что-то. Я, конечно, и так выкрутил яркость на полную, но местами тут очень темно. Так, у меня 900 душ. И все враги повставали. Заново. Сучонок, ударами разменялись. Дедуля, не обессудь. Ртутные пули, там еще какие-то пули с него выпали. 2 пузырька крови. Ништяк. Так, вспомнить бы, куда я хотел сходить. В принципе, давай так вот мы и пойдем. Отсюда мы спускаемся вниз. Тут у нас 2 здоровяка, но они легко парируются. Главное в ритм войти, вот этого парирования. Тихо. Вот мне 2 не надо, мне 1 надо. Разделяй и властвуй. Стой. Можно попробовать забэкстебить его. Ну давай, иди сюда. Бам. Херак. И вот так вот добиваем. Пока не встал. Все. Еще сверху 2 удара бьем. Вот с них, короче, у нас фармятся лечилки. Давай, иди сюда. И раз, 2. Давай еще удар. Ага. Что-то пошло не по плану. Давай, ждем атаку. Пойдет. С них уже побольше у нас падает этих душ. Ну, короче, душ. Кровь. Не суть. Чё, кто там воет? А, это у нас лифт. Запустим, наверное, да, его, но тут пока оставим. А устройство сейчас не работает. И он где-то там дальше открыть. Вот, что я отсюда вышел, обошел просто по кругу. И все. А здесь я поднимался вроде. Да, тут собачки. А пойдем. Стой. А это тогда лестница куда ведет? А, понятно. Пойдем собак мочить. Я как ниндзя просто выскочил. Здесь еще никакая падла не выскочит отсюда. Когда дадут возможность качать левел-то себе? Мне аж прям жалко этих собак.
Холодная кровавая роса. Слушай, еще немного. Далее. Еще немного. Ну, этих очков. Короче говоря, душ. Души. Нехер брать. Так. О, так ты охотник? Угу. И где ты сейчас? А, и ты знаешь, где сейчас безопасно? Я слышала, бывает недостаточно просто запереться дома. Если бы вы, охотники, не были столь ленивы, все было бы иначе. Ты должен мне помочь, слышишь? Так что? Ты мне скажешь или нет? Да, баба, я пока еще не в курсе. Я так и думала. Пока вот куда я сейчас иду, мне туда рановато немножко. Давай-ка мы доисследуем ту локацию на мосту и сходим к первому боссу. Как мы туда попадем? Да вот примерно так. Там у нас две будет жестких обезьяны, которые, блин, запросто могут тебя вальнуть. Два оборотня. Сейчас еще их будем закреплять. Ладно, давай, короче говоря, мы просто по спидрану сейчас этих ребят всех пробежим. Ты куда? Твою мать. Взял, ёбнулся. Ну серьезно. К этому мы потом будем идти мстить. Ладно, давай по спидрану. Фиг. Этих всем ни хрена тут народу вообще. Люто много. Все, этих мы, ребят, всех скипываем. Да. До свидания. Все? Блять, он все равно задел меня, утырок. Все, пойдем, короче говоря, вот тут я бегал. Тут собаки внизу. Мы теперь идем в ту же самую локацию, только в обход немножко. Ну, этого еще раз треснем. Иди сюда. Ха-ха, друг другу присанули. Ладно. Давай. Давай. Вот так вот. Тресь. Быстрей. Уже чуть-чуть получше получается. И два пузырька форманули с него. Так, теперь у нас здесь пачка народу. Я не знаю, здесь есть кто? Собаки наверху. Собак слышно, как они ходят медленно. Вот еще тут какая-то штука лежит. Холодная кровавая роса. Пригодится. Левел, когда начнем качать, все это дело похлопаем, и у нас будет много-много душ. Аккуратно. Здорово, Илюх. Тут уже не срезка, ни хера. Закрыто устройством. Тут мы потом откроем, я правда не знаю когда. Но я понял. Вот этот у нас... как его? Фонтан. Этот фонтан, он чуть ли не центральный в этом городе. Все дороги ведут к нему. Так, давай по одному мобу вытаскиваем отсюда. Агрим. Цыпа. Раз, два. Идем. Следующий. Там... там стрелок стоит.
И еще трое. И 2 собаки. Собаки быстрые. Плохо дело. Вот этого нужен. Все, валим. Вовремя ушел. Блять. Ну я еще, кстати, успел собаку зацепить. Хорошечно. Пока, в принципе, неплохо идем для начала-то. Сейчас посмотрим, сколько мы с боссом будем сидеть. С первым. Потом еще сколько у нас отец Гаскоин займет времени. Все, тут никаких сюрпризов вылетающих нету. Давай, агрим, ребят. Иди сюда. Блять, подошел не тот, кто нужен. Че он там орал? Что-то про лицо он крикнул. Да. Пули это тут не стрельба. Это момент парирования. Но пока за ним собака стоит, я вот не знаю, как к нему подойти. Они меня оба уконтрапупят. Тихо. Блять. Штучка отпрыгнула. Иди сюда. Пока мужик с правой стороны... Блять, и эта падла застряла. Ладно. Стой, мужик. Мужик, не двигайся. Теперь собака, не двигайся. Хуяк. И все. Она зацепилась за дерево и выбраться не могла. Ну да, я бы тоже тут так не смог выйти оттуда. Игра сама себя наебала. А ртутные пули 3 штуки. 6 пузырьков крови. А почему он желтым некоторые отмечены? Тихо, не то. Какое-то было тут с желтым отмечено. Пузырек. Нахрена? А, вот, у меня 2 осколка кровавика, а нужно 3. Я понял, для прокачки. Чтобы у меня пила рубила чуть пошибче. Не, ну красота же, да? Кстати, я видел видос, чувак в реале сделал вот такую вот пилу, и она раскладывается, все. Он показал, как это механизм работает. Прикольная штука. Мужик прям запарился, молодец. Наверное, эта дрянь очень тяжелая. Ну, как бы, как в игре, так с легкостью не помахаешь. Я вот о чем. Так, топаем. О, ни хрена у меня. У меня 20 пузырьков хилок. И я пришел к самым жестким ребятам. Стой. Быстрые предметы. Где-то вот тут у меня было много коктейлей молотов. Ну-ка, пойдем их зажигать. Кстати, они очень падки на это дело. Ну-ка, иди сюда. Кучненько долбанем. Да. Она вовремя ушла за статую. У них хп, что пизда вообще. До свидания. Давай закидываем. Ну, почти. Вы бы знали, сколько раз я тут подыхал на этих оборотнях. Это жопа. Когда первый раз я получил в бородатом году эту игру по по подписке PlayStation Plus, я установил эту игру, и на этих оборотнях я это чуть не захуйнул геймпадом в экран и решил больше не играть в Souls-like. Но спустя энное количество лет я все-таки решил поиграть и пройти самую первую, самую такую не очень сложную Dark Souls первую часть. Вот. Прошел первый Dark Souls, потом прошел третий Dark Souls, точнее как, третий Dark Souls я скорее выстрадал, чем прошел. Потом прошел Elden Ring за мага. Ну, за мага-то особо не считается, все-таки такие игры надо милишными оружными играть. Но так как Elden Ring очень огромная игра,
Я понял, что если я буду играть за милишника в нее, то это затянется часов на 400. За мага прошло чуть-чуть получше. За мага я ее прошел за 187, блядь, часов. Это жопа. Ну я на фарм, конечно, тоже потратил очень дохрена. Вот он, осколок кровавика. Я не знаю, туда стоит вообще идти-то. Я могу отсюда не вернуться, вот в чем проблема. Возможно, это дорога в один конец. И там, блядь, высоко. Давай пока не пойдем. Очень интересно, но там, походу, жесть меня ждет впереди. Пошли на босса, короче. 20 осколков есть? Осколков этих. 20 хилов. Возможно, мне надо с боссом первый раз встретиться, чтобы мне дали возможность прокачиваться. Я точно не знаю. В Хидетаке всегда игры такие. Лучше по гайдам проходить их как-то. Квесты по гайдам выполнять. Блять. Я про него забыл совсем. Даже сучара вот прям тут стояла. Твою маковку. Так. А вот теперь мне камушки пригодятся. Кстати. Вот так. Нахрена я это сделал? Вот так это переключается. Блять, только хп у себя забрал. Ладно. Пока тяжеловато с управлением. Давай мы вот этого гаврика байтим. Вот так, иди сюда. Давай, давай, давай. Иди сюда, дружище. Ну, потом их будем пролетать. Мне сейчас главное их пройти просто, чтобы успокоить свой организм. Ах, не вовремя. Давай. Оп. Забиваем. Не знаю, как лично по мне, так вот эта игра, она чуть попроще, чем Dark Souls 3. Не знаю почему. Как-то мне в нее проще играется. Может быть, начало просто. И это все обман. Но с учетом того, что я с 3-го раза, когда сел все-таки за нее плотненько поиграть, ну, до конца, естественно, игры не дошел, но с 3-го раза я завалил отца Гаскоина, надо думать, что не все боссы так даются. И не каждому. Так. Полетели, значит, что у нас? Раскладываем оружие. Сейчас будет большая-большая ебака на весь экран. Как мы любим, короче говоря, видно только ноги и все. Давай, церковное чудовище. Тихо, тихо, тихо. Оп. И еще хиляем. Блять, попал все равно. Бля, может складным оружием попробовать. Оно меня схватило. На нах. Об землю. Чудеса, да и только. Опа, а что я тут делаю? Она меня в текстуры, падла, кинула. Так, ну я не против, конечно. Ага, надо выбираться отсюда. За текстурье. Да херушки. Давай-ка мы концентрацию восстановим. Ну, это точнее.
это стамину. А, тихо, я сейчас отъеду. Да, да не, попробуй еще достань, блядь, она упрыгивает куда-то в ебеня вообще. У меня тупо стамины не хватает ее мудохать как следует. Тихо. Вот так вот. Все, надо валить. Ну и давай похилимся. Не будем тут экономить хилки. Сдается мне получится ее заебенить. Что-то она там какую-то херню байтит. Ай-яй-яй-яй. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Я просто ее захерачиваю. На мужика, так сказать. Это, наверное, самый простой босс в игре. Но первый раз, когда с ним встречаешься, адреналина хватает. Ура! С первого трая эту падлу прошел. Замечательно. Значок охотника с мечом. Прошел кровавый дождь. Что дает этот значок охотника с мечом? Показать. Один из значков изготовлен церковью исцеления. Серебряный меч — это символ охотника церкви. Людвиг был первым из будущих охотников церкви исцеления, многие из которых были клириками. В итоге клирики превратились в самых ужасных чудовищ. Замечательно. А что мне с ним делать-то? Я хуй знаю. Ну-ка еще раз. А, это ключ. Значок охотника с мечом с благословением церкви. То есть эту хрень куда-то надо применить. Она будет как этот работать, как ключ. Все, тут открывать, стучаться, ничего не надо. Потыкали, короче, в сон охотника. Сейчас мы и пуху качнем. И что-нибудь еще. Одеяние обугленного охотника. Один из основных предметов охотничьей одежды, изготовленный мастерской. Результат нашествия чудовищ на старый нам... Ну, понятно. О! У нас эта проститутка жила. Здравствуйте, товарищ проститутка. Подожди. К ней мы попозже подойдем. Сначала мы пушку прокачаем. Усовершенствовать. Пила топор. Да. 240 отголосков. Ну слушай, недорого вообще. Это пока, на +1. Если... А следующая на 5, да, нам даст. Тут, короче говоря, тоже палка о двух концах. Либо собирать эти осколки кровавика. Не знаю, как часто их дают, но, по-моему, не особо. Собирать эти осколки кровавика и оставлять их, чтобы найти какую-нибудь хорошую пушку и потом ее как следует вкачать. Либо качать то, что есть. Хотя бы на +5, наверное. Чтобы разматывать первых боссов и потом уже искать другие пушки как-то на этих локациях. Ну, не знаю, не знаю. А, и на пистолет тоже нужен кровавик. Ну, не знаю, по-моему, пистолет нет смысла прокачивать, потому что... Да, ничего не износилось. Пистолет нет смысла прокачивать, потому что он как бы и так парирует. Ну, ладно. Чего там, подожди. Когда-то здесь было убежище охотников. Мастерская, где охотники применяли кровь для улучшения своего оружия и плоти. Теперь у нас не так много инструментов, но ты можешь использовать все, что найдешь. Даже куклу, если пожелаешь. Сексуальную куклу? Типа для секс-утех? Положить предметы. Давай, наверное, вот это вот мы выложим. Это все пригодится. И росу тоже. Мы потом ее прокачаем.
Ну, в смысле, когда у нас надо будет потребность такая, то что отголосков не хватает, тогда мы ее и вкачаем. Так, смотрим. Купить предметы. Противоядие, помогающее от отравления. Но я пока не нашел таких ребят, которые меня травят. Пробудиться заново без потери отголосков. Ну, это одноразовая штука. Фонарик, 2000. Это вот надо бы купить ключ к воротам, чтобы один квестик выполнить и получить хорошие пушки. Смотрел, как их получать, и вот именно через этот ключ все начинается. 10 стоит так-то. Это дорого. Молот, меч, 3000. Ну, это тяжелое оружие, не факт, что оно вообще мне нужно. Магазинный пистолет. Чем он от моего отличается, я не знаю. И все, короче. Я думаю, что мне нужен вот этот фонарик. Не факт, конечно, но возможно. Так. Ту-ту-ту. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Где фонарь-то? Вот он. Использовать. Все, я его себе на ногу повесил. Теперь он будет со мной и озарять мне путь. Здравствуйте. Я кукла, я буду присматривать за тобой в этом сне. Достопочтенный охотник, следуй за отголосками крови. Я превращу их в твою силу. Тебе предстоит охотиться на чудовищ. Я помогу тебе поддержать тот слабый дух. Ну, как обычно у нас вот в таких хабах, в играх от фромов, здесь находится какая-то тёлка, которую ты издаешь души, отголоски, неважно что, и она тебе качает всякую херню. Жизни, стамину, силу. Ну и так далее. Поговорить. Ты поговорил с Германом. Он был охотником давно, теперь он лишь настоит. Очертания его не ясны, почти невидимы в мире сновидений, однако все еще здесь, в этом сне. Такова его цель. Понятно. Ничего хорошего она... Прекрасно. Позволь отголоскам стать твоей силой. Позволь подойти ближе, а теперь закрой глаза. Закрой глаза, открой рот. Немножко наклонись. Да давай, наверное, да? 2, 3. Ни хрена себе я уровни могу вкачать. Серьезно. Давай мы, наверное... Да, силу мы поднимем до 18. До 15. Блин, я не знаю. Что такое вкусное. И один вот так, допустим. Или поровну. Давай вот так сделаем. Следующий уровень мне 1400 обойдется. Ну-ка, пойдем-ка мы еще. Как раз вот эту мы росу сейчас хлопнем. Расставшись с толикой озарения, можно позвонить в колокол и позвать на помощь старых охотников. Ну да, если у тебя есть онлайн. Также подписка PlayStation Plus на год за 3200. Тогда да, тогда это работает. Чик-чик-чик. Где эта штука? Где мои отголоски? Сколько тут всякого барахла. Где мои отголоски-то? Роса там туда-сюда. Вот, показать запас. Вот они. Так. Забираем вот эти 3 штучки. И вот эти 3 штучки. Начинаем с упоением их жрать. Использовать несколько. Сколько дают? 3 штуки закасали, то получается каждая по 300.
Отсоси у тракториста. Давай. Холодная кровавая роса. И каждая здесь до косарь. Сейчас мы еще левелы вкачаем. Так, мы колокольчик этот вытащим отсюда. Он явно мне не нужен. Да можно и факел убрать. Да. А где колокольчик-то? Пошли вы в очко, короче. Он у меня в инвентаре не значится, он как бы так, он есть, но его как бы нет. Хорошо. Чем меньше всякой дичи у меня в инвентаре, тем проще будет тут шататься и всякую хуйню делать. Давай. Да-да-да, закрой глаза. Вот так. Отлично. Вот прям в тютельку. ППшечки побольше. Вообще в идеале, насколько я помню, там, по-моему, желательно все по 50 скачать. После 50 уже прирост незначительный, и там больше делать нечего. Все, полетели дальше изучать. Все локации я, по идее, обижала, нам осталось... Просто вот где бабка с нами разговаривала, говорит, покажи мне там что-то, куда-то какой-то проход. Вот от этой бабки, от собак надо спускаться вниз. Я говорю, вся вот игра взаимосвязана. Нужно держать в уме те места, откуда ты можешь выйти и куда ты можешь прийти. Давай-ка мы, наверное, от этих ребят поспидраним. Хотя... Нет, голоски не лишние. Иди сюда. Оп. Ага, подходить он не хочет. А чё он уходит? Я же... И стоит, тупит. Ладно. Это твоих друзей заебашу. Блядь, я не попал. Situation. На-на-на-на. Следующий босс у нас отец Гаскоин. Дядька жесткий, но проходимый. С ним он тоже типа охотник такой, но потом он в оборотня превращается. Дядька лютый, но главное не ебланить, и все получится. Че он меня толкнул-то? Че, охуел? Чучело. До свидули. Че там? Пузырек крови. Ну, как говорится, Бог дал, Бог взял. Берем. И поднимаем. А, это не так работает. Пойдет. Так, у нас вот здесь какой-то клоун стоит. Мне главное вот на тех не нарваться. И заебенить вот этого гаврика. Мне вот этот проход нужен. Иди сюда. Бам, бам. Теперь вот эти товарищи кладутся с первого раза. Ну, какие-то со второго. Тут, видимо, как ему еще прилетит, надо рассчитывать. Оп, оп. И еще, оп, вот так. С них хилок, короче, сыпется всегда почти. Тут же есть эти процентные вероятности с шансом дропа, блять, и так далее. Но пока вот эта вот первая локация, я знаю, что на ней, на этой первой локации, все фармят. Все фармят хилы и пули. Тут их много дает. Пока вниз спустился, уже пятихаточку наскреб. Так, как идти-то, блядь? Вот так, через этих ребят. Вроде.
Давай, подходи по одному. Давай, давай, цыпа, цыпа, цыпа. Давай. Бам, бам, бам. Ах ты уебище. Пиздец, он атакует очень быстро. Размахался, а? Ну, когда-то получается, когда-то нет. Особые пули для охотничьего огнестрельного оружия. Ну, есть тут и ртутные, там какие-то с ядом еще потом будут. Ладно, хоть бежать недалеко. Главное, предыдущие души подобрать. Чё, по спидрану, короче, да, полетели? На каждого тут время тратить, пока не хочется. Все равно, в принципе, у меня и пули, и все это есть. Да, слушай, если ты прям сразу же начинаешь их атаковать, то можно почти все здоровье себе вернуть. Он меня сейчас кольнул, но я и отбил здоровье. Все, давай, кто первый? Иди сюда. Что-то пошло опять не по плану. Блять, их надо разъединить. Пока они вдвоем, они могут завалить сразу же. А там мои души, пятихатка. Как тебе такое? Блять, а чё он? Сука, чё он не сдох? Утырок. Бля, вот бесит, когда у них петушечка такая маленькая остается, и он начинает тебя бесить. Пузырек крови, осколки, все, отголоски. Отлично. Давай, следующий. До свидули. Добил? Хотя бы сейчас добивать их не надо. Ну, типа, подбежал, там, знаешь, еще 508 раз надо его треснуть по башке. Тут лифт не работает. Блин, и че я тогда сюда пришел? Где собаки? Вот тут собаки. Ну что, прикольно, кстати, вот проходил первый Dark Souls, проходил третий Dark Souls, к примеру, да, и Elden Ring. Сейчас смотришь, допустим, те же самые спидраны, и реально очень быстро локации запоминаются, потому что ты их фактически учишь все, какая локация, куда тебя приведет. Ты реально их запоминаешь очень хорошо. Ты посмотришь спидран, ну там, чувак, допустим, куда-нибудь бежит, и ты такой, ага, вот этот сюда, сейчас дорога его приведет, а вот это вот сюда, а он чик куда-нибудь прыгает вот с таких вот неприступных мест, такой, ага, прикольно, надо попробовать бы. Ну, естественно, ты ни хера не пробуешь, какой из тебя в жопу спидранер, конечно. Так, у нее, по-моему, диалог не изменился, да? Бывает недостаточно просто запереться дома, бла-бла-бла. Да, мне нечего с ней разговаривать пока. Я так бесшабашно выбегаю. А эти же бляди могут просто тусоваться за углами. За бочками сидеть, к примеру. Так. Сначала надо внизу, наверное, всех завалить, чтобы там стрелков. О, вот это чучело опасное. Хуя его не спарировал.
Да ладно, и добил. Прикольно, ё. Всего 73. 73 отголоска за эту мразь дали. Платная игра, но на PlayStation 4, да, платная. Бесплатно, если только у тебя подписка есть. Иди-ка сюда. Ик. Давай заряженным. На. Еще бэкстеп заодно сработал. Ништяк. Стоять. Вот у нас стрелок. И я почему поверху сразу не пошел там. Я обязательно сейчас туда пойду. Потому что этот стрелок тебя может сбить. Где этот уёбок? За этой колонной он. Слушай, ну я еще пули себе почти вернулся. Я знаю, тут, наверное, в бочках-то ничего нету. Особо бы шуметь не хотелось. Холодная кровавая роса. Отлично, бахнем. Бахнем обязательно. В этом крыс. Я не хочу туда идти. Крысы еще жесткие были еще в первом Dark Souls. Херово, что они быстрые, нападают очень быстро. Еще и травят тебя какой-нибудь херней. Так, давай. Что, попробуем ей тоже бэкстеп бахнуть. Здесь он не повернется. Хотя я тут заныкаюсь. Вот он поворачивается. Еще что-то крякает, там ходит. Блять. Будем биться так. Слишком резко повернулся. Причем неважно, ты ему бэкстеп делаешь, либо ты его так мочишь. Все равно одинаковое количество отголосков тебе прилетает. Что за шкаф тут поставили? Некий. Нахрен бочки, интересно, цепями обматывают? Чтобы они не рассыпались или что? Или чтобы друг на друга сложить? Так, ну и все, да? Где у нас мужик висел? А, он наверху. Вот он там. Нам потом еще вниз идти. Я оттуда пришел. И вот здесь еще проход. Ну тут, по-моему, у нас тупик. Мне надо сначала наверх, вот туда, под потолок, а потом в самый низ. Тихо, тут никого. А тут? Слава яйца. Так, нет. Мне даже и не сюда. Ну как бы тут можно, но не обязательно. Где-то тут еще один проход. Стой. Не, значит, давай выше поднимаемся. Тут надо вообще крайне аккуратно. Сколько раз я тут падал. Неверное движение. Ёбнешься прям крысам. И они тебя запинают просто. Так, давай откроем. Вот здесь у нас стоит тетка такая с носом. Она запускает квест, который нам, если, конечно, повезет,
купив ключ, вот там я то, что показывал, за 10 косарей. Она вот запускает квест, и потом мы за 10 косарей ключ покупаем. Еще дальше ее встречаем, и потом еще раз встречаем. И потом очень лютые 2 клинка, и ее одежду можно забрать. Вот не знаю. Ну давай запустим, конечно. О, ты охотник и чужестранец. Ну и в переплет ты попал и в такую ночь. Вот, держи в честь знакомства. Метка отважного охотника. Эта метка у нас позволяет возвращаться без потери душ к костру. Хорошо. Готовься к худшему. Людей больше не осталось. Все они превратились в плотоядных чудищ. Все, медлишь? В чем дело? Охотник испугался парочки чудовищ? Это, кстати, женщина. По ней так и не скажешь. Ничего, без страха в сердце мы мало чем отличаемся от чудовищ. А он мне дал новое движение, отдернуть плащ. А как их А, стой. Помахать, приветствие. Отдернуть плащ. Как его сделать, это движение? Ага. Типа гироскоп у меня должен сработать, что ли? Ой, да идите в жопу своими движениями. Это чисто для онлайн прикольно, когда нужно для этого друг друга приветствовать. Что ты все здесь делаешь? Хватит трястись, охотник должен охотиться. Все, у него повторяется диалог. Вот таким образом у нас и детаки квесты работают. Так. Отстой. Вау. Быстрее. О, они тут застряли всей толпой. Ну-ка, давай, мочи. Тихо, тихо, тихо. Ёбаные крысы. Так, ну вроде отбились. Метательный нож. Понятно. Надо выше опять. Туда же. Знание безумца. По-моему, знание безумца у нас позволяет призывать игроков. Давай почитаем. Используйте, чтобы получить озарение. Показать. Через безумца, которого коснулась мудрость великих. Используйте, чтобы получить озарение. Прикосновение к тайной мудрости есть благо. Даже если это чревато безумие, оно позволяет служить высшей цели в имя потомков. К чему бы это? Ну, кстати, как обычно, у нас игра не работает на паузе. Точнее, ты паузу ставишь, но тебя могут убить, стрельнуть, укусить. Поэтому, если тебе надо все-таки прерваться, ты должен остановиться где-то, где в безопасном месте и стоять там. Кстати, да, пока я в безопасном месте, давай сделаем перерыв на 3 минуты. Куда не сюда заныкаюсь. Потому что у нас вот здесь еще крысы сходят. Мне сейчас на самый верх обратно надо. Давай, сейчас я подойду.
поехали. А мне не в ту сторону. Нет, вот не туда. Тут вообще надо аккуратно. Кто-то болтает, но они наверху. Тут никого. Вообще тупик. Давай выше поднимаемся. В принципе, крыс я всех перемочил. Давай теперь этих уродов мочить. Ай, прям за ним. Но мне повезло. Что у него валяется? Крови пузырек. Хорошо. Да, плохо то, что они стрелять начали. Чувак, быстрее поднимайся. Быстрее, быстрее, быстрее. Готово. Это все стрелки? Надо обойти. Еще раз дали. Хорошо. Точнее, заебись. Угу. Тут у нас тупик, да? Ну-ка, давай вот тут обойдем еще. Чтобы уже наверняка. Я еще по-любому пару раз упаду, пока там все плюшки буду забивать вот в этом здании. Поэтому... Чтобы вот эти вороны на меня не свалились. Так разложенным оружием их бахнуть. Да, не... Блять, ну ты сучара. Че он ворон не задевает? Может быть, сложенным оружием их лучше валить? Сейчас проверим. Что-то я по воронам не попадаю. Уже который раз. Иди-ка сюда. Нормально попал. Видимо, заряженным ударом нехер по ним лупить. Они и так дохнут. Так, тут надо вообще аккуратненько, да, упасть. Сейчас я еще проверю, что тут у нас. Вон она еще падла. А их тут две. Пизда, одна упала. До свидули. Надо вот туда. Надо туда. Вниз мы позже сходим. А ты как здесь оказалась? Она отсюда, что ли, переползла? Что-то я ее не видел. Ладно, давай аккуратно здесь спускаемся. Сраный миллиметраж этот. Тихо. Камешек. Осколок кровавика. Ударом. Оп. Так, ну и все. Здесь у нас идет лестница. Вторая. Мне еще надо наверх. Я еще там не все осмотрел. Прям максимально с каждой локации надо все вытаскивать, иначе можно много чего не найти и не прокачаться как следует.
Меньше фарма, короче. Ну и желательно не подыхать. Иначе придется заново все чистить. Так, у нас вот здесь что-то в углу валяется. Это тоже подбираем. У нас вон там мужик висит. Роса. Там вроде ничего нету. Давай по мужику треснем. Разложено. Бля. И подох. Твою мать. Это отстой. Интересно, эти предметы, которые я скинул, они там же остались? Я как бы скинул 2. Ну-ка, мужик, иди-ка сюда. Оп. Причем там у меня 2000 лежит. Это надо забрать. Отсюда. Блять, задело. Хрена у него размах такой лютый. Бля, мне. Отсюда вот сюда пойдем. Смысл вот с этими большими тут биться. Собак выносим. Сучка. Грызанула все-таки. Блять. Ну как они успевают меня грызть? Причем собака-то кидается на тебя один раз. А потом еще успевает разок броситься. Пускай она там, наверное, ходит. Меня больше интересует, что впереди. Ну, как бы я-то знаю, что впереди. Давай, всех выносим сначала тут. Если что, с крысами потом. Оп. Пойдет. Опять хилы. Ну, прям на этой локации очень много жизней дает. Лечись не хочу, короче говоря. Так, теперь мне вниз. А нет, вот тут какая-то штука упала. Подожди, или это... А это мужик, которого я только что убил, я его просто не подобрал. А вот я скидывал вот один предмет. И вон там второй предмет. Бля, третий-то есть? Пойдем посмотрим. Если что, сразу все три скинуть, а потом уже сюда спуститься. Стой, не сюда. Вот туда идти надо. Что там? А, это крысы внизу беснуются. Давай посмотрим. Надо ли что еще скидывать отсюда. Аккуратно.
Вон они. Отголоски мои. Душеньки мои. Забираем что. А, ну и все, да, я отсюда, в принципе, все, что надо, скинул. Тут всего 2 предмета было. $2600. Точно ничего сбрасывать не надо. Вроде нет. Подожди, что-то знакомое такая вот эти вот. Не, я не знаю. Наверху я точно ни разу не был. Так. Тут надо как-то упасть. Аккуратно. Не подохнуть, как в прошлый раз. Оп. Походу, бочки немножко смягчили мне падение. Но это не точно. Причем дважды желательно отсюда упасть, чтобы там еще собрать что-то. Устроил крысам геноцид. Метательный нож. Пила-штык. Ну-ка проверим. Вряд ли она... Да, она хуже, чем моя. Ну, такая тоже забавная. Она такая же. Просто немножко по-другому выглядит. Меняем обратно. Тупо из-за урона. Так, что у нас тут? По-любому еще где-то крысы есть. Они же крысы. Вот. Ну и все, мне надо на другую сторону. Погнали. Я уже к тем крысам точно возвращаться не надо, слава богу. Отсюда чешем вот сюда. Спокойствие. Ах ты падла. Бля, ну вот эти стрелки, конечно, жопа. Сука, еще один попал. Ну давай, ворон до кучи захерачим. Не повредит. Сразу двоих. Замечательно. А вот откуда та ворона-то появилась. Она тут за бочками прячется. Вот так. Там какой-то предмет лежит. Я его не подобрал еще. А главное, ворон там там замочил, а предмет почему-то не подобрал. Сосуд с маслом. Ну, не знаю, пока он, по-моему, не нужен. Назад пошли. Сейчас еще какой-то предмет там соберем. А почему мне фонарь со мной? В общем, ты дохнешь, и у тебя фонарь убирается. Его надо каждый раз вешать на ногу. Кого-то там души прилетели. То, что там мужик ходит, это все фигня, пускай ходит, он не мешает. Нам дальше надо идти. Причем не один раз придется туда бегать. Вон там этот предмет лежит. Не знаю, надеюсь, крысы внизу не сагрятся. А то сейчас мне жопу откусят. Тихо, 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 тихо. Они запросто отсюда и скинуть могут так-то. Осколок кровавика, 2 штуки, отлично. Это просто охеренно, я бы так сказал. Чувствую, пушку мы еще баф
Бахнем на +2. Пока до Гаскоина добежим. Все. В этом участке все, что надо, я собрал. Теперь идем чуть-чуть дальше. Я думал, она, блядь, живая. Тупик. Тут же нету, как в Elden Ring. По стенкам типа стучишь, хотя в Dark Souls есть. По стенкам стучишь, и они открываются. Ну, типа секретные стены. Так. Кстати, надо загуглить. А вдруг? Он даже может быстро подниматься. Лепота. В принципе, как у всех игр Асфромов. У нас ребята очень любят лестницы. Где я вообще? Бля, обожаю прям из-за угла этих сволочей мочить. Когда эта падла только застряла, и ты ее ударяешь. Знание безумца. Так, этого гаврика давай, наверное, мы по-тихому подойдем, треснем по нему. А потом с парированием. Давай, заряженный удар. Добиваем. Тихо, тихо, тихо. Кого размахался-то? Хорош. 158 за него дали. Я заодно и полечился. Ну, в смысле, собрал нужные эти отголоски. Ой, блядь, эти лечилки. Кто там? Гнусный чужестранец. Хочешь, чтобы я открыла тебе дверь? Без разницы. О, небеса, какая мерзость. Понятно. Там кто-то истерично смеется. Постоянно на заднем плане. На заднем фоне. А это у нас срезочка. Срезка куда ведет? Ну, давай, 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 давай. Скрипучие ворота. Срезочка у нас ведет к фонтану. Кто это? Ваш голос мне не знаком, но я знаю этот запах. Вы охотник? Можете найти мою маму, пожалуйста? Папа не вернулся с охоты, мама отправилась на его поиски и тоже пропала. Я совсем одна, мне страшно. Найди мать девочки, да? Это квест. Правда. О, спасибо. Моя мама носит красную брошку, украденную кем-то там. Она такая большая и красивая, вы ее сразу заметите. О нет, чуть не забыл. Если вы найдете мою маму, передайте ей эту музыкальную шкатулку. Она играет любимые папины мелодии. Когда папа про нас забывает, мы играем ее, и он сразу же вспоминает. Глупенькая мамочка убежала без нее. Моя мама носит красную брошку, украшенную драгоценными камнями. Она такая большая и красивая, ну понятно. Шкатулку, подожди. Шкатулка, крошечная музыкальная шкатулка от девочки из Ернама. Показать. Она играет песню, которую напевали папа и мама. В крышке спрятан маленький клочок бумаги, возможно, древнее послание. На нем можно едва разглядеть два имени: Виола и Гаскоин. У нас вот эта шкатулка, она нам поможет от этого босса, отца Гаскоина, убивать. Я не знаю, как это, правда, сделать. Она должна быть в наличии просто быть или что. Не все квесты у Хидетаки очевидны. Вот о чем могу сказать. Все. Главное, что я срезку открыл. Шорткат. Теперь
Мы идем сюда. Мы идем к этому Гаскоину. Боссу номер 2. А вот эти вот все живые. Тихо, 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 аккуратненько себя ведем. Тихо, 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 ну, блядь, начали нападать просто. Пизду, надо лечиться. Оп, 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 оп. Как они задевают-то, меня не пойму. Да, стамины вообще ни о чем. Оп, 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 оп. И отпрыгиваем. Все. Подохли. Пузырек крови. Ртутные пули аж 10 штук. Еще кровь. А, блядь. Падла. Я его не добил. Аккуратно. Он прям готовится меня треснуть. Хорош. Так, 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 так. Ну и все. Здесь же тупик. Вон там еще полно их. Подходи по одному. Так, прям на удар нарвался. Вот этого давай. Да близко ты зачем подходишь? Надо прям аккуратно высчитывать. Он когда заканчивает удар, он же немножко двигается, шагает. То есть бьет с шагом. И это надо тоже учитывать. То есть он ударил и вперед. Ну, впереди немножко оказался на шаг, на полшага где-то так. Слезай. И ты тоже. Слушай, пускай это патронов мне стоит. Чем они меня будут бить. Аккуратненько тут спустимся. Их там трое, да? Давай, кто первый? Подходи по одному. Я думал, не достану. Даже двоих. Тихо. Этот ближе подходит, походу. А он застрявший. Так, не больше 2 ударов, я думаю. О, они еще и травят до кучи. Так, по стеночке его обойдем. Как он на текстурах выплыл просто. Все. Да, чудеса случаются. Я вот этих ворон не заметил. Влезай, чё. Драться будем. Так, а вот это вот у нас куда ведет? Вот там хрюшка стоит. Ну как же от фромов-то в игре, чтобы у тебя какие-нибудь животные не подойти и сзади не пропердолить своей пухой. Стандарт. Я думаю, что это срезка какая-то. Ага, это у нас тот самый лифт. Управлять устройство. Почему оно не работает? Все работает прекрасно. Это у нас лифт, который к 2 мужикам ведет.
Вот эти вот, которые тут ходили. Ниже пошли. Как у него полы развиваются. Причем надо мне не на этот мост идти, потому что там опасно. Мы его сейчас обойдем. Пошли к хрюшке. Здесь я помню, как ее мочить. Вот после первого босса, точнее после второго босса, после Гаскоина, я вот вообще не знаю, что делать в игре. А, догонит же. Свиноматка. Давай, руби. Руби это сало. Я даже его как-то оглушил. Свинья ебаная. Подобрать. Что там? Пузырьки крови. Блять. Ладно. Плохо, что в плюс у тебя ничего не собирается в инвентарь. Нельзя больше положить, чем 20 штук. Значок охотника с пилой. Что значки эти дают, я не понимаю. Показать. Значок давным-давно изготовленный в мастерской свидетельствует о появлении доблести при охоте на чудовищ. В мастерской больше нет, и никто не чтит этот бессмысленный значок, кроме посланников в купальне, которые понимают его значимость. Некоторые дела можно доверить лишь охотнику, имеющему этот значок. Они в это верят. Я не знаю, может быть, для чего-то это и нужно. Тут еще какие-то можно эти штучки вставлять сюда, что горит справа круглыми отверстиями. Холодная кровавая роса. Мне бы, наверное, вкачаться, сбегать. Было бы здорово. Потом через свинью бежать. Еще раз. Ну тут до босса-то вообще рукой подать. Погнали, короче. Прокачаемся. Чтобы пошибче можно было Гаскоину по жопе надавать. Глядишь, может быть, где-нибудь еще мы патронов пофармим, потому что к Гаскоину надо прям заряженными идти. Никак иначе. Причем тут так интересно локации построены, что каждый моб, он на своем месте. Тут прям все до мелочей рассчитано, как ты куда будешь бежать, где ты будешь останавливаться. А пока эти ребята не интересуют. Так, вот отсюда сюда. Правильно? Отсюда наверх. И отсюда еще наверх. И отсюда вот сюда. Слушай, ну этого до этого Гаскоина далековато бежать придется каждый раз. Возвращаемся в сон охотника. Сейчас мы бахнем росу, которую я собирал. Будем качаться. Я вот не знаю, хп качать или силу. Надо все. Метательные ножи стали продавать. Угу. Все оружия появились, которые мне предлагали. Магазин и пистолет.
Так, подожди, подожди, подожди. Я еще не готов с тобой разговаривать. Надо было побольше, да, заюзать. Ты что тут несерьезно-то? Оп. Как он с упоением эту кровь глотает просто. $6000. Ну, я думаю, 2 левела-то я подниму. Еще бы где 2 кровавика найти. Жалко, что они не продаются. Ага. Ага. Давай одну силу. Вот так, наверное. Сколько? 2000. Давай так, короче, пойдем. 2600 надо. До следующего уровня. О, я все потратил. Ничего не осталось. Большой мост. Сейчас опять через хрюшку побежим. Нужно делать ставки через... За сколько траев я пройду от Сага Скоина? Я думаю, что раза с третьего не меньше. Надо вообще его атаки вспомнить. Что он там делает. Так, отсюда. Тихо, тихо, тихо. Ну и через этих ребят тоже побежим. Когда знаешь четко, куда бежать, и мобы тебя не останавливают. Я вот о чем и говорил, то что тут не обязательно прям лицо делать 10 тысяч лет, потому что все равно ты его особо не увидишь. И он будет запаян в стильный воротник. Где? Ага. А лестница? Все. Нашел. Не знаю, может быть сразу через хрюшку пробежать попробовать. Он, наверное, не даст это сделать. Давай, иди сюда. Попробуем просто через хрюшку пробегать. Так, она визжит. Удаляется. И мы теперь побежали сами. Вроде не бежит пока. Ну и ладно. Все, пошли к боссу. Батька Гаскоин нас ждет. А коктейли тоже, наверное, поставлю на него. Я думаю, пригодится. Эй, а чё ты не взорвался-то? Сучка. Ну иди сюда тогда. Они же, он обычно, кстати, обычно необычно, но по-разному бывает. Он иногда взрывается вместе с этим, вместе со своим шаром здоровенным, который он кидает. Иногда ни хрена. Иногда он всех убивает на этом мосту шаром. Иногда не всех.
Вот тут мы поднимаемся. Вот он, лифт. Так что, прежде чем идти куда-либо, надо все обходные пути запомнить и знать четко, что ты делаешь. Тут у нас еще два товарища стоят. Что-то охраняет. Давай одного пропердолим. Там и второму случайно досталось. И мне заодно. Так, у них пузырек крови. Еще кровь. И метку они охраняли. Не знаю. Всё, пошли к боссу. Ух. Давай. Это будет легендарная битва. Колоритный дядька, кстати. Сейчас попробую заюзать шкатулку. Говорят, она помогает с ним драться. Кругом чудовище. Ты станешь одним из них рано или поздно. Так он сам чудовище. И изо рта, наверное, пасет какими-то носками. Так, отец Гаскоин. Я не знаю, я использовал эту шкатулку, успел или нет. О! Тихо, 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 я же тут уткнулся. Я его спарировал, надо же. Он прям во все гораст. Давай еще лечимся. Эй, ты хорош меня мочить, я еще встать не успел. Блять. Сучонок свое оружие разложил. А, блять. Заебал меня выносить уже. Тихо, валим, блять, добил. Ну, половинку-то я снес у него. Надо меньше менжеваться, туда-сюда крутиться не надо. Ну и чё, сейчас сделаем потихоньку. Как-нибудь. Угу. Отголосков у меня 20-ник, кстати. Давай, всех, короче, пробегаем. Нас теперь только интересует батька Гаскоин. Здесь они сюда... они сюда не заходят, все, слава богу. Хорошо то, что здесь решетка стоит. Часто в играх от промов решеток нету, и ты падаешь, не вызывая в лифт. Боль и страдания. Также через рюшку побежим.
В принципе-то вообще можно ни на ком не останавливаться. Да. Бля, где этот проход? Ах ты, падла. Да отойди ты от прохода, ну сучара ты долбаная. Блять. Что сказать? Свинья. Сейчас посмотрим, как у нас этот мужик взорвется большой или нет. Нет, не взорвался. Давай вот этих двух замочим. Пиздец. Ну. Давай лечимся. Потом поднимаем. Осколок кровавика. А давно у нас мобов кровавики-то падают, интересно. Видимо, это такая редкость. Да. Теперь я тебя спарирую, мудак. Все. Лечимся. Слушай, ну здорово вроде. Хорошо идем. Все, он оборотень. Он злой, блядь, и страшный серый волк. Еще лечимся. Где он? Плохо его не видеть. Просто разъеб. Где он? Блядь. Я подох. Ну уже лучше. Чуть-чуть. Чуть-чуть надо пожить. Надо же, я запомнил, куда бежать. Да, ну он лютый, конечно, когда превращается в оборотня. Первые две этих, ну скажем так, две фазы, когда он с обычным топором, потом с разложенным топором, он сносится быстро. А вот когда он псина лютая, да, тогда можно и соснуть. Ну, потому что скакать начинает по всей локации. Да, блядь, ну куда ты поехал? Так, теперь надо, короче, четко пробежать мимо свиньи, чтобы она тебе это, как, чтобы не пропустить еще проход. Так, она орет, мы по левой стороне. Оп.
Все. Всех скипываем, всех пробегаем мимо. Нас теперь только интересует Гаскоин. $290 голосков тебе прилетает просто так. Эй, я ж тебя парировал, мудло. Блять, вообще не вовремя стреляю. Пиздец, он машет и машет своей херней. Иди сюда. Бля. Четкий тайминг. Я не успеваю ствол вытащить свой ебучий. Давай. Все, надо валить. Давай, давай, давай. Пизда, его топор сносит, конечно. Все, валим. Не успеваю стрелять в нее. Утырок. Наконец. Ну-ка, парировать животное можно? Да, можно. Замечательно. Иди-ка сюда. Пошел нахуй, Гаскоин. Бой. Ключ гробницы Иден. Его за него 3200 дали. Отстой. Да, хоть иди еще собирай. 3900. Лампу зажигаем. Так он по щелчку чик. Лампочку запалил. Так, ну все, у нас так-то босс заново точно не появится. Брошка. Брошка, которую просила девчонка. Слушай, а может быть здесь что-то еще есть интересного? Не, ну слушай, Гаскоин с 3-го раза умер. Хорошечно. Следующий у нас, по-моему, или Кровоглот, или Викарий, точно не помню. Как там люди бегают по спидранам. Что это за проход? А, я отсюда же пришел. Ладно, давай наверх. Но все равно сюда бежать. Вот эти ворота открываем. Нет, пока не буду. Чик. Вот у нас эта брошка. Брошка с красным камнем. Как так люди падают и не получают урона, я хз. Но у меня, кстати, есть возможность еще вкачаться.
Хитрое оружие, изготовленное еретиками мастерской пороховыми бочонками. Прототип, служащий простым огнестрельным оружием и копьем. Добро пожаловать. Что же ты желаешь? Качаться желаю. Да, да. Следующий уровень 2800 потребуется. Так, отголоски там. Да все, отвали. Есть что сожрать-то тут? Мне бы еще одного кровавика, было бы вообще шикарно. Шикардос просто. А где мужик? Катился куда-то. Тут чашка заработала. Покупки за озарение. Совершайте сделки с посланниками за очки озарения. У меня есть типа 8 штук. Шляпа Гаскоина. Одеяние Гаскоина. Ну, они, конечно, ничем не лучше то, что надето на мне, как бы, но... Давай мы это озарение оставим. Я не знаю, сколько его максимально можно собрать. А вдруг я потом больше не получу. Его за боссов дают так-то, походу. Починить оружие. Подизносилась, кстати. Еще 5 надо собрать. Куда мужик делся, интересно? Давай посмотрим, что тут у нас еще. Купить предметы. Можно, кстати, вот этот девчонке брошку не возвращать. Тут квест, как бы, он не то чтобы прям он не обязательный. Просто его можно по-разному сделать, но это никак ни на что не отразится вообще. Так. Мне надо как-то к девчонке попасть. По-моему, сюда. Будем добрыми самаритянинами и отдадим ей брошку. Кстати, надо тому уроду все-таки отомстить с пилой, с топором. Жирный, который в самом начале был. Да, да, вот и девчонка. Нет, ни хрена это не девчонка. Блин, а где же она тогда? Бля, где девчонку искать? О, дай бог памяти. А хер его знает, где ее искать. Тут нет, тут к Гаскоину дорога. Шли наверх, посмотрим там. Наверх это у нас дорога, блять, куда же она ведет-то? А, ну это на мост. Слушай, она не перед мостом ли часом, эта девка? ППшечка. Да, хотя же девку-то искать. Она где-то вот, блин, в похожих она этих. А, подожди. Ну мне надо на мост.
сюда. Ну-ка, скипнем собак. Да походу нет. Они ёбнутые. Давай вторую сюда. Сразу же. Ну и этих тоже. За собак дают больше, чем за мобов. Нет, нет. А, кстати, нет. За одной по 38. Не густо. Вот здесь девчонка у нас. Дальше только чуть. Хотя вот эта вот баба будет что-нибудь говорить новое? Я слышала, бывает недостаточно просто запереться дома, не столь лениво. Что скажешь? Ага. Я еще типа не узнал, где этот собор, чтобы она спряталась. Печально. На хуйса ты соснешь. До свидули. Выпало что? Что-то выпал. Попудово хилки. Даже две. Так. Отсюда надо вон туда мне. На этих вообще похер. Бля, нет, не похер. Здорово, Степан. Да, отлично. Отлично, вот осваиваем Bloodborne. Все хотел пройти. Пока получается, в принципе. У нас Гаскоин лег с 3-го раза. А церковное чудище с 1-го, так что есть потенциал. Вот, девка у нас на дальней самой лестнице будет. Я вспомнил, где-то падла тусит. А если хрюшку пропердолим кинжалом, то мы еще хилок можем выбить. Хотя нет, зачем? Возле Гаскоина у нас там пару гавриков стоит, хрюшку можно и не трогать. От нее можно и... Плойки нет, так что никак. Печально. Не думал я с рук у кого-нибудь приобрести. Встречается даже то, что недорого продают. Блять, сначала ворона. А сейчас видишь тоже, кстати, с этими санкциями PS Store не работает. Подписку не купить, ни хера не сделать, только бубном попляшешь. Заплатишь хрен знает кому. Еще и комиссии разные. Короче, сейчас, по идее, все, что в цифре покупалось, может стать сейчас за неприобретением квартиры, но тут уж сам Бог велел. Лучше, конечно, хату взять, чем плойку. Опа. Ну. Что за квартира? Ну, типа, сколько комнат? Ремонт надо делать, да, стопудово? Вот здесь это... Блять. Вот здесь эта девка. Там 5-ю возьмешь. Ну, я, кстати, не знаю, есть ли смысл сейчас 5-ю брать. Просто 4-ю, как бы, передать брошку. Господин охотник, это правда была она? Мамочка, мамочка. Сейчас она пропиздит. Не бросай меня. Угу. Просто сейчас, я не знаю, по-моему, если... Я вот как, допустим, говорю ребятам, если спрашивают, типа, что лучше брать, 4-ю или 5-ю? Не знаю, сейчас 4-ю, по-моему, брать выгоднее, если денег не очень много. Сейчас и та, и другая, как бы, смысла не имеет, потому что ты игр купить не можешь. Брать чисто для эксклюзивов, типа PS5, там, купил, короче говоря. Сейчас эксклюзивов на плойках нету. Они сейчас все сливают. Returnal единственный, который вот недавно вышел, рогалик. Там от него, ну, как бы, порт тоже тут недавно собирались делать.
Demon's Souls Remastered. Это единственное, что на 5-й блоке можно поиграть. Ну и плюс еще игры с 4-й блоки. Так что, не знаю, есть ли смысл переплачивать 50, а то и больше. Ну, у нас, вот, допустим, в DNS она что-то за 70 продается, 5-я плойка. Ну, я думаю, дороговато. Смысл переплачивать просто пока. По-моему, самое, ну, вот именно в этих условиях, которые нам поставили, самое, по-моему, адекватное это брать ПК. Однушка, ремонт сам сделаешь. Сколько у вас однушки стоят? Пойдем хряка замочь. Там в очко ему надавать. $9 косарей баксов. И сколько это примерно? Я сейчас на пальцах-то не посчитаю. Сколько у нас долларов вообще стоит? 70, да, по-моему? 60 рублей. 60. 6 на 9, 36. Подожди. 6 на 9, 54. Короче, 540 косарей, да? $100 000. А, блядь. О, наконец-то он взорвался, этот утырок. Гандон, блядь. Как он бесит. И всех захерачил вокруг. Молодец какой. У нас в городе, кстати, однушки сколько? Ну, бывает, кто-то продает за 360. Все зависит от того, наверное, насколько она убитая. Тут не зря я сюда вернулся. Все, Гернам у нас пройден. Ну, как бы не до конца, но тем не менее. Все, что нужно. Все, что нужно, сегодня затащено. Короче, некоторые однухи у нас продаются там за 360, некоторые продаются за 500. Кто-то пытается там что-то 1800 ее впарить, но никто это, естественно, брать не будет. По-разному, короче, смотря какой человек. Кто-то пытается, ну, максимально выжить с этой квартиры, там, хоть она и ушатанная, и все такое, но, типа, мурманские цены, знаешь, вот это вот у нас прикол такой. У нас, типа, Мурманск это областной считается город. Вот, и, короче говоря, если сравнивать, сколько квадратных метров, ну, квадратный метр стоит в Мурманске, сколько у нас, это вообще разные вещи. Но некоторые берут, вызывают типа оценщиков. Оценщик себе нужен, оценщику себе нужно бабки в карман положить. Еще и этот, как у квартиру потом эту как-то продать, и естественно они завышают цену. То, что стоит 500, они могут за 700 заломить, ну, к примеру. Поэтому люди, которые вызывают оценщиков, по крайней мере у нас в городе, не совсем, по-моему, здраво мыслят. Вот так, стандартные прям цены, вот, однушка 300, 350, допустим. Потом двухкомнатная где-то 500, трехкомнатная 700-900, примерно так. У меня даже не район, промгородок, но богатый. Ну, у нас, в принципе, город маленький, у нас не по районам делится. Пешком можно с одного конца города пройти до другого. Так что тоже не густо. Промышленный городок, но богатый. Но я бы не сказал, что у нас прям город богатый. Есть только одно градообразующее предприятие. Если ты не работаешь на этом предприятии, то ты, блядь, охранник или какой-нибудь, не знаю, консультант в магазине. Паук Брюнгенверта. Пиздец, скрывает всевозможные ритуалы и разлучил нас с охотником. Ужасно досадно, меня от этого голова трещит. Паук из Брюнгенверта. Я даже запомнил. Брюнгенверт. Можно себе татуху набить. Что такое? Инструмент мастерской для
Для красных самоцветов. Но у меня ни одного самоцвета нет. Все впереди, как говорится. Ну, я тоже сам работаю на этом предприятии. Тоже, да? А что делать? Но у нас сейчас в последнее время начали вроде как путягу нашу поднимать с колен, скажем так, чтобы рабочих больше выпускало. То начальников, но у нас, я не знаю, бывает такое, знаешь, встречается то, что 5 начальников и 1 рабочий. Это, по-моему, везде так в России сейчас. Все с высшим образованием, никто копать не хочет лопатой, понимаешь? Так, и вот мы дошли до соборного округа. А это что за херня тут сидит? Ты кто, блядь? Поговорить. А ты должна быть охотник? Прости, я, вероятно, Ладан замаскировал. Вероятно, Ладан замаскировал твой запах. Отлично, я ждал кого-нибудь из твоего рода. А это мужик? Из охоты все заперлись по домам. Ждут, когда она закончится. Она обязательно закончится, так было всегда. Да, на одного раба, 2 прораба. Да, все верно. Так, даже некоторые из тех, кто сидит дома по домам, сходят с ума. Ну, ладно, расскажи им о часовне Идан. Пусть они придут сюда. Вот это падла, короче, сюда народ зазывает. Зажечь лампу. Чик. Заперто. Вот здесь нужен ключ за 10 косарей. Стопудово. Стой. Да, давай вернуться в сон охотника. Сейчас мы еще один левел вкачаем. И сходим к той тетке, которая просила там показать ей, где собор находится. Мне же 2800 надо, правильно? Да. Не хватает. 1 левел чпок только. Лучше хорошенько, хорошенько лупить, чем много здоровья. Так. Большой мост. Ладно, я с этого большого моста добегу к этой сволочи. Так у нас еще этот, как он, на комбинат зазывают постоянно с этих вахтовиков и так далее. Люди приезжают, работают месяц-два, кто-то разочаровывается. Да, и прошел этот Elden Ring. Он у меня, короче, в итоге занял 187 часов. Жопа. Ну, из них, наверное, часов 30 я в лютом фарме провел. Чтобы просто нагибать аки-боженька. Ну, я за мага еще к тому же играл. Играл бы за милишника, он у меня стопудово бы часов 400 бы занял. Как здрасте вообще. Поэтому я посмотрел объем игры и такой, ну нахуй. Давай-ка мы поиграем за мага. Кстати, я за мага вообще никогда не играл в подобных играх. Г+ проходишь. Она, блядь, такая огромная, что полная жопа вообще. Блядь. Тихо, не сюда. Не сюда, мы все идем. У меня так она не затянута. Но, знаешь, для любителей Малению как убивал. Пососно. Я призвал помощника. Одного, по-моему. Или 2. Одного, по-моему. Одного помощника позвал. Хотя магом она тем же самым оружием разваливается вообще на раз-два. Но я уже устал париться с ней. Я это тоже, кстати, концовку ранее делал. По-моему. Вроде делал. Ну, короче, квест ранний я прошел. Это уебище.
Че он такой бешеный? Вот что он тут делает в самом начале игры, сука? На-ка, гандон. Пизда. В лифте с такими уродами вообще очень сложно, блядь, драться. Пиздец. Круговые удары, ебашит, все нормально. Схватила. Уёбок. Олег-то это кто? Блять. Чё он такой ебанутый? Тихо. Да вали ты. Бля, ну это вызов. Уёбок. Кто такой Олег-то? Главарь черных ножей. Ну да, у меня даже такой как его, был прах на призыв. Местами, кстати, хорошенько он мне помог. Я пользовался, короче, этой каплей, которая, ну, дублирует тебя. Так, сообразить. Вот так, по-моему, я пройду. Каплей, короче, пользовался. И вот этим тоже уродом пользовался. Он мне хорошо помогал. Блять. Вот здесь у нас собаки. Но к тому уроду я сейчас схожу обязательно. Сейчас я этой бабе скажу про собор. Пиздец. Хули вы все вместе меня грызете. По-моему, я еще какого-то пользовал. Даже на НГ тащит. Ну, это хороший. Один из лучших прахов это капля. И вот этот бешеный чувак с ножами. У него просто атаки, блядь, лютые вообще. Но, чтобы его победить, попробуй еще, блядь, это сделай. Я слышал, бывает, достаточно просто запереться дома. Та-та-тан, 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 та-та-тан. Рассказать о часовне Иден. Все, это пиздящее пятно сейчас отсюда спалит. Пошли, короче говоря, эту мразь. Пиздец, сколько раз он меня уже убивал за сегодня? Раза 4, наверное. Я просто обязан ему сейчас в жопу напинать. Как бы отсюда выйти-то? Соображай. %300 душ, ну слушай, это до хрена. Я их фармил, эти души, на острове. Так, давай мы этих ребят все скипаем. Остров такой, как объяснить-то, где такие маленькие чуваки с глазами ходят. Пучеглазые такие. Я вот на них фармил. Кстати, да, вот, ну, я играл чисто за мага. У меня была как его, комета Азура, вот эти вот всякие приблуды. Там что-то левел 80, что ли, я не помню. В общем, был заряжен полностью маг. Но я и пофармил там, ебаный урод, сколько. Зато просто залетаешь к боссу и ваншот вообще. Шикарно. Я еще плюс хотел Хидетаки немножко отомстить за этого. За третью часть Dark Souls, которая мне очень сложно далась. Так. Вот там вот этот утырок. Да, альбиноры, по-моему. Да, альбиноры они называются. Вот я на них, короче, фармил. По самом начале я фармил на маленьких таких человечках. Коричневой локации. Вот этих маленьких пиздючков по косарю давали.
До сих пор не прошел Медира. А я уже там тоже потерял надежду его проходить, потому что, ну, я же его хотел в призыве с кем-нибудь проходить. Вот. И у нас же так и не восстановили промы. Не восстановили онлайн. В Dark Souls, по-моему, во всем. Да, в Драконьем Кургане. Вот. Они не восстановили, короче говоря, эту фишку с онлайном. И Dark Souls у нас теперь считаются однопользовательскими играми. Типа, ну, покупайте наш Elden Ring, если хотите лобать в онлайн. Так что вот. Ожили? Но я все равно уже к Elden Ring не буду возвращаться. Просто потому что впадло. Тупо из одного медира, чтобы там кого-то призвать, пострадать и закончить его за 10 минут. Ну нахуй. Так, палата на первом этаже. Ну давай, все, пошли мстить. Я должен этого урода замочить сегодня. А тогда с собором мы начнем уже на следующем стриме, наверное. Там локации новые, в которых я не был вообще. Вот я доходил ровно до этого собора. Зажигал фонарь, и все, и больше не садился за Bloodborne. Потом как раз у нас Elden Ring вышел. Сейчас хочу Sekiro. Sekiro, кстати, я тоже тут на днях установил, посмотрел управление. И что-то думаю... Бла-бла-бла. Установил Sekiro. Ну, благо на торрентах все есть. Что-то так поковырял, как бы, думаю, да, сначала я этот Bloodborne пройду. Потом будем вашими секирами заниматься. Она же считается самой сложной игрой. Хотя, тоже, знаешь, кто как говорит. Так, мелочь сначала раскидаем. Вообще, я давно хотел Bloodborne пройти. Прям вообще давно-давно. Причем, когда смотрел по нему спидраны, я вот вообще не понимал, кто что делает. Но когда сам по нему, ну, играешь, все очевидно, куда бежать. Очень хорошо локации запоминаешь. Блять, а как это говно спарировать-то? Пиздец, он ёбнутый. Похуй, я его и замочу, сколько бы мне это от крови не стоило. Головой херачит. Всякой херней своей. Блять. Он, по-моему, сложнее босса, нахуй. Пизда мне. Это сегодня 5-я смерть на нем. Я на первом боссе, блядь, ни разу не умер. А эта гнида меня мочит и мочит. Чё за ёбань-то? Надо обязательно его захуярить сегодня. Хорошо, бежать недалеко. Надо пытаться эту мразь парировать как-то. Может, разложенным оружием. Заебенить этого урода. Пиздец, я раньше нажал.
Заряжен этот удар, блядский. Иди сюда, говно. Поймал. Че он такой охуевший? Давай к сложенным оружием пробуем его со спины обходить. Да, хуй это... Хуй его обойдет. Тихо, хиляем. Да стой, блядь, я куда-то там уперся. Давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось. Наконец-то это говно умерло. Прошел Элдорек, кстати, с 700 хп, кроме Малени, Годфри и Радагона. 700 хп. Я даже не в курсе, сколько у меня было, но я там прямо жестко в хп не вкладывался. 3 пузырька крови за него дали и пятихатку говна какого-то. Ну, точнее, отголоска. Пиздец. Он больше крови у меня, сука, попил. Я вот не помню, но точно знаю, что сильно я не вкладывался в этот здоровье. Я больше в интеллект, вот это вот, мудрость там. 25. А, кстати, это немного. Так. Вот еще куда я хотел сходить. Чтобы уже полностью пройти эту локацию. Хотя она и так, в принципе, пройдена. Че, выпало? Какой для тебя самый сложный босс был в Elden Ring? Ну, не считая Малени. Малени, она сама по себе пизданутая. Тут они, по-моему, лишку хватили. Этой Малени. Ну, по-моему, этот Олег, это он не считается особо боссом уже, нет? Или я ошибаюсь? Сюда тут народу. Он же этот, как он, ну, он сидит же там в своем узилище. Ты туда можешь не заходить, как бы, а можешь заходить. Фантом Мелисенко. Помнить бы, кто это вообще. Собака. Здравствуй. Кстати, вот как можно псин этих ушатывать. Ладно, нам дальше. Надо вспомнить, блядь. По-моему, куда-то сюда можно зайти. Где-то тут проходик такой был. Может быть, это вот он? Да хоть это не он. Это не тот проходик. Хотя подожди. Там такой закуточек был. Лестницей. Чё ты собаку не достаешь? О. Я причем этот закуточек только узнаю, если туда подойду. Бля, где же он? Он вообще такой неприметный. Блядь, нет, не этот. Так, не тут он точно. Нападает на болоте Ионии. Я не могу вспомнить. Некоторые драконы, кстати, у меня тоже кровью попили.
Особенно обидно, знаешь, когда ты дракону половину сносишь, а эта падла берет просто и улетает. Заебись, вообще мы подрались нахуй с тобой. Прикольный дракон сделанный, который с молниями. Так, это не сюда. Не сюда мне покуха, ребят. Блин, а где же этот проходик-то? Уёбок, все равно поджег меня чуть-чуть. Ну нормально, я хп себе отбил. Что, пока эти проходики ищу. Я сейчас еще себе нафармлю один левел. Да, вроде. Вроде это квест фии был. Не, подожди. Там их два. Один, короче, который в конце ты сначала 3 чуваков убиваешь. Каких-то фантомов, а потом у тебя дракон появляется. Как-то его там Марго какой-то, блядь, там бла-бла-бла, короче, зовут. А есть еще один дракон, который на такой локации, там как по спирали такая, закрученная она. Ну там все в воздухе, где летает. Вот, ну они в принципе-то оба прикольные, ну как бы красиво смотрятся. Смотришь так и заебись вообще. Но магом как бы я не так уж и много драконов подыхал, но приходилось местами. Пситусак. Вот. Ну, и тут я эти названия точно не запомню никогда, наверное. Так, вот туда мне как-то надо. Значит, выше здесь пойдем. Как говорится, если в рот они ебутся, значит хуй они сосут. Дальше пойдем. Выше надо забираться. До свидания, ребятушки. Афии Фортисакс. А, кстати, еще этот, как его, такой синего цвета возле Академии волшебников. Там такой синий дракон. Вот он тоже, блин, пиздец, у меня много кровью попил. Мы еще с челом пытались кооперироваться. Вдвоем, ну, на двоих его расписать, короче. Нихуя, кооператив, короче, тогда этот не удался. Он, короче, мы даже пароль вводили и все такое. Он этот, как его, он находит кого угодно, причем даже одинаковых, знаешь, похожих на твоего будущего напарника людей онлайн, но не находит того, кого нужно, и поэтому мы потеряли, короче, надежду встретиться именно в этом месте. И именно с этим человеком, и поэтому, короче говоря, так. И этого дракона, по-моему, как-то вообще случайно запинал. Тихо. Стреляем. А я ж тогда еще, когда первый раз на этого дракона полез, я же был еще молоден и неопытен, как бы, поэтому я очень там много после этого уже фармил. У меня был урон, как бы, не особо жуткий, так что тогда еще я не знал такую фишку, как комета Азура, там вот эти вот приблуды разные. А какое с него заклинание? Я, может, вспомню. Вот, наконец-то этот закуток нашел сраный. Я помню, что вот сюда надо. Но если здесь повернуть и пройти дальше, тут будет какая-то плюшечка. Кстати, очень-очень жаль, что у нас Bloodborne на ПК не портировать, они не собираются. Ощущение, что про него забыли.
Ледяной клинок Азула. Кстати, да, он мне тоже, этот ледяной клинок, он тоже помогал станить некоторых боссов. И без него прям вообще было местами как без рук. Понятно, куда я пришел. В Ашпе причем понятно, куда я пришел. Да, я тут был уже много-много раз. Стой. Оп. Намаление эффективен. Я еще кого-то им пинал, не помню точно. На кого-то он прям вообще очень хорошо зашел. Там чуть ли не пол здоровья у него сносит, просто если там один раз его махнешь, а все остальное как бы не катит, потому что босс шустрый. Вот я не могу припомнить, что за босс. Хоть, блядь, все стримы пересматривать. Вот. Там он не дает сделать нормально заклинание, ты ничего не успеваешь. Зато вот этот клинок, он же быстро может им махать. Вот он как бы вообще в пору пришелся тогда. Отличное заклинание. Зверь Элдена? Нет. Нет, что-то другое. Что-то большое, я не помню. Или наоборот. Давай, давай, чисто на мужика их сделаем. Тихо, главное не отъезжай. Нет, не умирай, старина. А что, они оба? Нет, не оба сдохли. Драдагон, я вот не помню вообще, кого как зовут. Это, наверное, мог слабый босс или нет. На Мога тут, видишь, смотря кем ты туда заходишь. Мог может как бы легким показаться, если есть, ну, вот если у тебя есть время бахнуть ему заклинание как следует. Два или три раза он мне не давал этого сделать. И поэтому я откисал сразу же. Потом он как-то выдалась такая секунда, и я ему треснул и почти ваншот сразу же. Там осталось его чуть-чуть добить. И как раз вот мне помог этот чувак с кинжалами. Так, а давайте вы не вдвоем пойдете на меня. Тихо. Блять, я запутался. Парирование с первого раза, блять, не сработало, зато второй раз неплохо так ему прилетело. Ай, оп. Я сложно его проходил. Ну что за ложно? Бля, я пол игры, наверное, не знаю. А, ложная слеза, да? Вот этот двойник. Я немножко иначе. Ну, в принципе-то разницы никакой. Главное ему напихивать как следует и все. Да, да, копия. Помню. Я их менял, чередовал между, ну как, не то чтобы прям чередовал, а менял просто по ситуации. Вот, к примеру, как же его, блядь, Горыныч такой, лютый. Вот с Горынычем мы пободались, конечно. С Горынычем он мне прям это уже у нас как Йорм, по сути, сделан. От Горынычем мы пободались, потому что он он сильно меня наебывал и вообще ничего не помогало. В итоге я подобрал под него заклинание. Я его этими падающими метеоритами захерачил. И призывал каплю. Вот капля мне тогда помогла.
Все остальное ни хера не помогало. Кто к нему подбегал там и так далее, они сразу же дохли прямо на дороге. Его не поймать тоже. Потому что он же башкой постоянно крутит, а комета Азура, она прямолинейный такой удар, ну по прямой просто херачит. Поэтому пришлось как-то выходить из ситуации чисто этими метеоритами. О, ты его отжарил, а я вот, видишь, побегал к нему. Прилично причем побегал. Так, ладно, пойдем посмотрим, что там за собор такой. Хотя можно это все вообще телепортами делать. Я так кайфую, бегаю, запоминаю локацию. Ну, Bloodborne он чисто такой стильный, сделанный. Тут Хидетака, конечно, молодец. В плане прям атмосферы. Всякой херни. Взрослый зверь звезды. Вот, кстати, вот эта бабка у нас через дверь кричала. А кто такой взрослый зверь звезды? Ты думаешь, я тебе что-то должна? Да, хорошая шутка. Из-за вас, неугомонных чужаков, в Ернаме царит такой беспорядок. Кровь наша испорчена, сквернена вашим родом. Не подходи ко мне близко, я знаю таких. Не смей ко мне приближаться. Да пошла ты, бабка, в пизду, вот честно. Радан у меня, кстати, тоже прикольно отъехал вообще. Я поражался его ослика, но я знал его, как мочить. А где кукла отсюда? После прыжка вулканового поместья. Не могу вспомнить. Вулканового поместья помню. Радан изи, когда ты знаешь, как его мудохать. Не хватает. Вот Скорпион прикольный, кстати, но тоже пару раз он меня шотнул, гнида. Купить предметы. Есть у нас что-нибудь новенькое? Я, наверное, тоже уже к концу игры был просто перекач. Ну, надо думать. Я закончил что-то каким-то там 150 что ли уровнем, или даже больше, я не знаю. Кто-то кукла делает. Что за херня? Почему я вкачаться не могу? Пропало, блядь, все. Вот те, нате. Ну, где-то здесь у нас по правую сторону. Давай попробуем цилиндр взять. Тут есть прикольный шмот. Какой левел, я не вспомню. Это было, блин, сколько месяцев назад. Я его в марте, по-моему, нет, в мае, я, по-моему. Или в апреле я его закончил, этот Elden Ring, наконец-то. Я вообще не помню. 220. Но у меня может быть 180, допустим. Я не помню точно. Точно не скажу. Но до хрена это точно. Реально перекач. Опа, а вот и цилиндр. Я видел, что эти шмотки спидранеры берут. А теперь можно быстренько отсюда съебаться. Сделаем сибаса. Так. Это мы дело потом будем, наверное, да? Осматривать.
Слушай, а колпак вьетнамского охотника так-то поприкольней. Цилиндр стильно, молодежно. Зеленый горох, но у них статы меньше. Тут что-то больше, что-то меньше, но я не понимаю, какие статы за что отвечают. А, хотя подожди. Против прямых. А, это защита, да? Местами лучше, местами хуже. Давай-ка мы этот камзол оденем, мать его. Вот это вот реально... Бля. Вот это лучше. Сильно, молодежно. Я ребилд респект, да? Респект я, короче, делал, по-моему, 2 раза. 2 раза как-то. Не больше 2. Перчатки, я думаю, разницы никакой. Но они где-то лучше, где-то хуже. Против ударных и против тайных. Что значит тайные атаки, я не знаю. Кстати, они чуть-чуть получше. И вот эти вот получше. Но тоже не от всего. Медленная трава. Хуй знает. Девая. Короче, в треуголке будет, но этот какого? Без цилиндра. Шапочку потом напялим. Давай, короче, стан охотника. Будем на этом закругляться сегодня. Надо с утра на работу. Надо выспаться как следует. О! Проститутка это появилась. Здравствуйте. Качаемся, что я хочу. Давай, сила до 20-очки. Потом надо будет жизу, наверное, поднимать до 20. Ну да, кстати, оружие с красной гнилью много где помогает вообще. Ну там всякие вот эти вот плюшечки на красную гниль. Вообще, в принципе, игра, ну не знаю, процентов... Ghost Runner нет, не играл, только видел. Вообще, в принципе, Elden Ring, не знаю, процентов, наверное, 20 типа повествования и всяких там этих локаций и так далее в Elden Ring строится, наверное, на вот этой гнили красной. Там же еще болото целые к этой гнили, там чуть ли не океаны, блядь. Не, ну игра просто очень много контента содержит прям. Прям она очень такая объемная. Ну, там реально, как и обещали, сколько там у нас? 3 можно Dark Souls, наверное, засунуть, а то и 4, блин. Огромная просто игруха. Ладно, будем заканчивать на этом. Всем спасибо, короче говоря, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем удачи и пока. Давай, Стёпка, счастливо. Пока.